Привет, земляне! С вами Алексио. Сегодня я продолжу детализировать сюжет нашей оперы. Более того, на этот раз я даже немного забегу вперед и немного разъясню ситуацию, которая сложилась между внеземными расами ануннаков и арктурианцев далеко за пределами Солнечной системы, задолго до их прибытия на Землю, с чего, собственно, начинался сюжет нашей sci-fi метал-оперы. Будет очень много слов и букв, поэтому занимайте удобное положение и вникайте. Начнем с наших агрессоров. Арктурианцы. Зеленокожие пришельцы, невысокого роста, технологически продвинутая раса, обитающая на одной из планет земного типа, вращающейся вокруг звезды Арктур, откуда, собственно, и берется название расы. Поколение за поколением эти существа посвящали свою жизнь развитию всех возможных технологий и науки. В своем технологическом развитии они превзошли многие другие расы во Вселенной и начали глобальную экспансию. Однако с течением времени все больше и больше действий за них начинали делать их же технологии. В связи с этим, с каждым поколением тело арктурианцев начало деградировать. Им стало тяжелее переносить небольшие климатические изменения даже на своей планете. Эти зеленокожие пришельцы потратили колоссальные усилия, чтобы на своей родной планете сделать идеальные для себя условия. Отсутствие изменения климата, температуры, давления и так далее. Фактически они превратили себя на своей планете в тепличные растения. Дальнейшая экспансия Вселенной стала усложняться, так как им приходилось использовать скафандры, поддерживающие те самые тепличные условия их организма, даже при высадке на планеты земного типа. Физическая форма и выносливость современных арктурианцев сильно уступала их предкам, изначальной расе зеленых. Но привычный технологический образ жизни уже не позволял им вернуть былую форму. Тогда арктурианцы решились на отважный шаг – создать искусственную расу по образу и подобию своих предков и с помощью этой расы вести дальнейшую экспансию Вселенной. Так была создана раса серокожих пришельцев – ануннаков. Кроме того, они добавили возможность абсолютного контроля над ними. Иными словами, арктурианец мог управлять ануннаком как собственным телом, пока находится недалеко от него и в прямой видимости. Таким образом, ануннаки оказались сильной и выносливой расой, но в рабстве арктурианцев с отсутствием какой-либо возможности освободиться от рабства из-за наличия абсолютного контроля. Дела у зеленокожих пришельцев наладились, и они продолжили захватывать новые миры. Но однажды они прибыли на планету под названием Нибиру, у которой ядро излучало неизвестные им электромагнитные волны. Эти волны полностью блокировали абсолютный контроль. Вот только выяснилось это уже тогда, когда колонизация этой планеты началась, и все необходимое для этого оказалось уже непосредственно на самой планете. Арктурианцы полностью доверяли ануннакам все свои технологии, не боясь, что серые используют их против хозяев. Ведь в любой ситуации любые проблемы решались при помощи абсолютного контроля. Но на Нибиру он дал сбой. И выяснилось это слишком поздно для арктурианцев. Ануннаки восстали против своих создателей, уничтожили всех из них, кто был на этой планете, и присвоили все имущество себе, от технологий до флота. Нибиру стала новым домом ануннаков, где они были в безопасности. С тех пор арктурианцы вынуждены вести войну еще и с ануннаками во всей Вселенной, на самых разных планетах. Но ануннаки стараются не подпускать арктурианцев близко к себе, чтобы не попасть под действие абсолютного контроля. Примерно такая ситуация сложилась у этих двух рас. Одни лучше развиты физически, а другие не могут нигде разгуливать без скафандров, кроме своей планеты, но зато у них есть абсолютный контроль. При этом технологии и у тех, и у других плюс-минус одни и те же. На Землю ануннаки немного не успели за арктурианцами, в связи с чем и возникли непонятки с генералом, когда серые напали на людей во время переговоров. Это арктурианцы взяли их мозг под контроль, не допустив таким образом создания альянса между людьми и ануннаками. Такой вот брифинг касательно пришельцев, которых мы называем зелеными и серыми. Вообще, на альбоме будет целая композиция, в которой серый пришелец Окзенс расскажет главной героине о всем вышесказанном. При этом сам трек имеет своеобразную стилистику с обилием синтезаторов. Скорее всего, в нем даже ударные будут электронные, чтобы сохранить задуманную инопланетную атмосферу.
В общем, сюрпризов, добавляющих контрастов в опере, будет немало. В следующий раз мы вернемся к тому, что произошло после неудавшегося альянса между людьми и ануннаками. Поэтому еще увидимся.